Об этой операции застали нас в тени. Мы шли по своему маршруту, не напрягаясь, и тут такие события. Грозило выключение карт. Что делать? Нужно было как-то выбираться из этой ситуации, и мы решили уйти в Танзанию. Это стало нашим дальнейшим планом. Мы сейчас убегаем в Танзанию. Машина что-то не останавливается. Но нам надо срочно в Танзанию. Мы тратим наши последние денежки. Сегодня курс доллара перевалил за отметку 120. А мы едим теляпию, жареный. Друзья, и мы в Танзании. Перешли, все было гладко, без вопросов. Показали все документы, которые нужны. Все нормально. Мы путешествуем. Еще за месяц до пересечения границы в Танзанию мы понимали, что будем находиться в городе Аруша, который является и туристическим, и коммерческим, и центром, можно сказать, вселенной в Танзании. И поэтому на дешевое жилье там рассчитывать особенно не приходилось. Бродили по городу весь день, искали, где бы нам пожить, чтобы было бюджетно и красиво. И в одной из таких, можно сказать, дач мы встретили девушку по имени Маура. Она объявила $25 с завтраком, но это были не наши расценки, $25 в день. И мы уже собирались уходить и поведали нашу грустную историю, что мы бюджетные путешественники, и она согласилась взять нас к себе всего лишь за $150 в месяц. Ребят, на улице война, мы поселились здесь. Сейчас покажем вам скромные апартаменты, которые мы имеем. Это наша приусадебная территория. Собаки, это наши собаки. 2-я, 3-я, 4-я. Это не наш домик, это домик хозяев. Здесь мы проводим наши вечера скромные. Идем дальше. Вот здесь мы поселились. Люба. А Люба, как всегда, варит в кастрюле борща. Борщ, вот наша кухня. Вот такой спортзал, стол. Но я сейчас вам расскажу весь секретик. Дело в том, что в этой комнате упало дерево на крышу и прорубило здесь дыру. И ее пока что не сдают богатым клиентам, потому что дыра протекает. А сдают бедным. Дождя. А так как мы нищеброды, мы на все согласны. Чай, тостер, холодильник. Холодильник просто ломится. А вот эти бананчики растут прямо в нашем саду. Так же, как и вот эти авокадочки, и вот эти лимончики. Первая неделя в Аруше была трэшем. Каждый день мы получили какие-то неприятные новости из нашей страны, из зарубежных. И было понятно, нужно как-то справляться с этими деньгами. Мы каждый день ходили в банк, получали эти суммы, насколько это возможно, предпочитали банки, которые не снимают комиссию. И в результате у нас накопилась большая коробка денег. Ну вот, визы и MasterCard наши больше не работают, а Union Pay здесь можно обналичить, но у нас его пока что нету. Путешествовать с этой коробкой было как-то очень стрёмно, тем более, Африка это не очень спокойное место. И мы решили уже по совету нашего путешественника Кулешова пришить себе карманы во все места. Друзьяшки, как думаете, что это Люба делает? Люба вышивает карманчик для долларов. Смотрите, берется лифчик, пришивается кармашек, и вот они, зелененькие. А потом их вот так прячешь,
на липучечку. Вот липучечку я пришила. Чик. И все спрятано. Все, ничего никто у нас не украдет больше. Вот такой кружок кроки шитья. Надо отметить, что впоследствии мы, конечно, привыкли все это наблюдать. Растения авокадо, лимоны, гуавы и так далее растут, и мы им проходили, не обращали внимания, но вначале это нас поразило. То есть наш домик находился посреди какой-то ореховой плантации, макадамии, которые мы ели каждый день, банановые деревья, и тут же падали постоянно авокадо. То есть такого многообразия фруктов мы не наблюдали уже давненько. Вы часто видели этот фрукт на полках магазина за сумасшедшие бабки? А вот он, смотрите, вот он. Вот он, кукусичек. Срывай, пожалуйста, ешь. Смотрите. Друзья, у нас этого авокадо просто завались, Люба не знает, куда его девать. И вот начала мазаться авокадом. Девочки, намазываемся. Все, что вы обожествляете и не можете прожить утро без этого напитка, растет вот так. Вот они, кофейные зернышки. Друзья, у нас есть доступ к орешкам макадамия. И когда свободное время от йоги, мы собираем эти орешки. Смотрите. А сейчас я покажу, как мы их колем. Кстати, эти орешки не так просто разбить. Это не наш фундук, который можно зубами грызть. Вот орешки макадамия в супермаркете 250 грамм стоят 14 500. А у нас дома, где мы живем с Игорем в Аруше, они растут бесплатно. Мы их кушаем каждый день. Дерево черемоя. Вот этот кукусичек. Молодая черемоя скоро поспеет, и мы будем лакомиться. Друзья, думаете, это глухие непроходимые джунгли? А нет, это центр Аруши. Приближаемся к знаковому месту Аруши под названием Клок Тауэр. Непонятно какого года башня. Центральная улица Аруши. Но это как типа, наверное, Новый Арбат, если... Здесь есть такие все деловые магазины, фоторамки. Напрасно вы думаете, что нету ничего особенного в этих двухэтажных домиках. Вы просто не видели всей остальной Танзании, которая построена из прутиков и глины. Гапи! Писан Гапи. 20 тысяч. 20 тысяч, 10 долларов, смотрите, за мишленовские тапки. Музыка. И вырисовываются буквы на этом плакате. Та-та-да-да. Дорогие друзья, хорошие новости от амбассадора Бурунди. Он сказал, что с этого года не нужно ходить по посольствам, а виза дается на границе. То есть, если вы заходите из Кигомы, из Танзании или еще либо откуда с Руанды, по прилету вы получите бурундийскую визу. Такие вот дела. Но, увы, 90 долларов, как и было. ПЦР-тест также пока нужен. Тимур шел по городу и обнаружил в канавку водосточную. Упал маленький ежичек, и он еще дышит. Тимур, конечно же, будет сейчас спасать ежа. Очень похож на морского ежа. Покажем его пузечко. Ну, пузечка, ну открывайся, ежичек, ну открывайся. Открывайся, пожалуйста. Ой! Ой! Умничка. Играем в жестокую жизнь малышка. Дурачок, беги!
Основным направлением в Аруши для нас стало занятие йогой. Мы делали 4 дня йога, потом шли куда-то гулять. И, естественно, за это время мы приобрели серьезную йогическую форму, и прогресс шел как нельзя лучше. Таких мест я бы даже в мире и не назвал. И этот прогресс в йоге связан не только с нашим упорством, с которым мы делали методично, непрерывно практику нашу выполняли, но и с тем, что климат в Аруше очень и очень приятный и способствующий этому. То есть высота от 1300 до 1500, температура где-то 25-30 градусов, даже в полдень. Мы не испытывали дискомфорта, солнышко приятно светило и согревало нас. Вот что мы имели в виду, когда говорили, что если идет дождик на улице, то дождик идет и у нас дома. Капельчики падают вот отсюда во все посуды. Классная музыка. С продуктами в Аруше проблем не было. Если нужны фрукты, овощи, идешь на супермаркет, а их 3 в Аруше. И покупаешь по мега дешевым ценам. Авокадо, помидоры, капуста вообще стоит, наверное, там 20 рублей за огромный вилок. И если нужно купить какие-то продукты из серии супермаркета, то направляйтесь туда, цены дороже, а выбор больше, чем в Киеве. Опять дает, да? В Асиште белых кроликов на фотографии берут, а здесь кроликов на мясо покупают. 25 тысяч шиллингов. В Танзании почему-то масло продают вот так. Он говорит, что он это берет. Вот пол-литра масла за 3000. Выбор в танзанийских супермаркетах есть, но цены, конечно, кусачие для нас с Игорем. Выпеченный хлеб чуть дороже, чем хлеб пластиковый, но он со вкусом русского батона. Масло сливочное тоже есть. Вот, смотрите на ценнички. Слово «птинди» на суахили обозначает йогурт. Форма выпуска йогурта – вот такие мягкие пакеты по пол-литра. Паста Нутелла 30 тысяч. Это порядка $15. Замечательная получилась прогулочка на вулкан Мунгу. И не нужно никаких входных билетов. Население очень дружелюбное.
красивейшие пейзажи открываются, нашли какие-то, не знали, как называется, фрукты, их поели, и потом на гору там залезли, так что рекомендуем. В конце концов, когда вернулись домой, оказалось, что Монгу означает Господь, так что мы сходили к визит к Господу. Дорогие подписчики, лезем смотреть кратер Монгу, правильно же, Монгу, и нашли вот такие вот фрукты. Пить хочется, вообще невозможно, воды мало осталось. И вот я решил съесть этот фрукт, так что это может быть последний репортаж Скайтрампа. Ом. Аминь. Навашивая. Сочный, сладкий. На, попробуй, Люба. Люба, попробуй. Ну, кто-то должен быть один вменяемый в экспедиции. Люба не хотела пробовать фрукты. Сегодня выходной у нас проходит с видом на кратер Монгу. Вот такая красота. Занимается животноводством местное население, но без автоматов Калашникова, как это в Кении. И вот мальчик такой, он весь день проводит здесь, наблюдает за животными. Есть у них также ослы, лошадей нет. Ямбо! Добрались до конечной точки нашего путешествия. Это кратер Монгу. Сейчас идут дожди. Он такой очень красивый, весь покрытый зеленью. Вокруг бродят стада овец. Детишки очень стеснительные. Но не пристает. Thank you very much. Асанти Сана. Люба, ну как тебе здесь на кратере у нас? Мне так нравится здесь на кратере, потому что здесь очень мало детей и очень мало домов. Наконец-то удалось остаться наедине с природой. Впервые за долгое время. С левого холма мы спустились, где стоит вышка. Там была наша высочайшая обзорная точка. Богомольчик в естественной среде обитания. Маскировка шикарная. Сейчас будем его трогать. Притворяется мертвым. А он живой. Гуляем по кратеру вулкана. Подписывайтесь на Скайтрамп, будете гулять по всем кратерам вулкана мира вместе с нами. Дело сделано. На вулканчик сходили. Все, возвращаемся домой, как обычно. Уложились по времени. Все же как-то хотелось выпустить пар. А рядом находилась гора Меру. И я сделал вылазку. Шел всю ночь, поднял где-то метров 500-600, уперся в какие-то заросли, и ко всему прочему начался ливень, и меня полностью залило, промок до нитки, и ни с чем, можно сказать, вернулся обратно. Пройти 13 километров через деревни с несчитанными танзанийскими детишками для того, чтобы попасть в этот райский лес, который расположен у подножия горы Меру. Восхождение на гору Меру стоит $1000. Мы не пойдем, по крайней мере, за 1000. Да, Егор? Как бы там ни было, все равно я получил от этого похода удовольствие. И надо сказать, что возможно с западной стороны зайти на Меру, но для этого нужно выбрать хорошее время без дождей. Но с восточной стороны там как бы главный вход, и цены на Меру, они сопоставимые с Килиманджаро. То есть то, что представлено в интернете, от 900 до $1000. Смотрите, облачко как будто вышло из кратера вулкана горы Меру. Но это неправда, это облачко. А мы транспортировались в Подмосковье. Замечательный. В Подмосковье водятся лещи, лучше не ищи. Егор, ты что, пьяный? Да, такая вот природа у нас хорошая. А как у вас в Подмосковье? Знаете, что это? Это пчелки собирают мед. А ты что не боишься? Ты что не боишься? Ты чего не боишься? В результате, за месяц пребывания в Аруше, мы успокоились, привели свой ум в порядок,
приподнялись в йоге и выстроили дальнейшую траекторию нашего полета. В результате этого полета мы находимся на Занзибаре, и дальнейшие наши планы двигаются все так же в направлении Кейптауна. Ставьте лайки, колокольчики, пишите комменты, всегда ответим. Обнимаем вас, друзья, и продолжаем путешествовать. Несмотря ни на пандемии, ни на все остальное, мы в пути. На SkyTramp нужно подписываться, друзьяшечки. SkyTramp. Маленькие котятки. И мы поедем в Кейптаун.